Допустим, мы поняли, что интернет нам необходим и все время хотим быть в сети. Как этого добиться? Конечно, нам необходим современный компьютер. Потом мы находим провайдера в окрестностях нашего постоянного места пребывания. Обычно бывает несколько таких провайдеров. Можно познакомиться с пакетами услуг этих провайдеров, со стоимостью их услуг, собрать отзывы людей, пользующихся услугами, и выбрать интернет-провайдера для себя. Интернет-провайдеры могут нам предоставить доступ к сети по проводу или беспроводным способом при помощи радиосигнала. Проводной способ такой же, как способ подключения к стационарной телефонной сети. К точке доступа должен быть протянут кабель от коммутатора или места дислокации интернет-провайдера. Если ваш интернет-провайдер оказывает еще и телефонные услуги, по этому кабелю могут быть одновременно переданы телефонные и интернет-сигналы. Если интернет-провайдер распространяет только интернет, он может протянуть к вашему узлу выделенную линию, то есть кабель, по которому пойдет только интернет-сигнал. Интернет-провайдер протянет кабель до входа в вашу квартиру или дом. Внутри помещения могут быть присоединены к этой точке несколько компьютеров. Эти домашние компьютеры могут получать сигнал из обозначенной точки либо по кабелям, либо по радиосвязи. Кабель имеет специально оформленные хвостовые части. Компьютер имеет специальные гнезда для присоединения этого кабеля. Хозяину предстоит самому спланировать, как разместить кабель внутри помещения, чтобы он не мешал там жить. Часто этот кабель лежит на полу или висит вдоль стены и нарушает общий дизайн. Поэтому с точки зрения эстетической удобно вместо проводов использовать беспроводное подключение. Для этого в точке доступа устанавливается специальное устройство под названием Wi-Fi роутер, который, как говорят, раздает интернет. Устройство передает радиосигнал. Этот радиосигнал могут уловить компьютеры и другие устройства, оснащенные приспособлениями поиска и понимания такого сигнала. Они устанавливают радиосвязь с точкой доступа и регистрируются в интернет-сети. Подключение по кабелю не является удобным с точки зрения дизайна, если его специально не продумать, но оно является более высокоскоростным, чем подключение по Wi-Fi. Для реализации беспроводного подключения требуется специальное устройство модем. Задача модема – преобразовать радиосигнал в электрический. Беспроводное компьютерное соединение такое же, как телефонное соединение по линии сотовой связи. Если мы компьютер хотим подключить к сети, покупаем модем, в который устанавливается сим-карта. По радиосигналу от интернет-провайдера до сим-карты внутри модема наш компьютер будет связан с интернет-сетью. Если мы пользуемся компьютером в виде планшета или смартфона, модем не нужен, потому что планшет и смартфон разрешают установить внутрь себя сим-карту. Этой сим-карте может быть разрешено передавать только интернет-сигналы или одновременные телефонные и интернет-сигналы. Этот вопрос решается с интернет-провайдером. Выбирая интернет-провайдера и подключаясь к интернету, мы должны помнить, что это услуга платная и важно знать, сколько это стоит. А также надо помнить о безопасности своих данных. Когда мы у себя дома, в той точке, где находится наш домашний, оплаченный нами интернет, понятно, откуда мы получаем информацию, и мы можем быть уверены в своей безопасности. То же самое, если мы выходим в интернет при помощи своего собственного модема или своей собственной сим-карты, которая напрямую выходит на сеть интернет-провайдера. Если мы решили поехать в другой город, в деревню, в другую страну и хотим оставаться в сети интернет, нам нужно подготовить специальные технические решения.